Всем привет, друзья! На моем канале есть много видео с лабиринтами, и это всегда очень интересно. Я запускал в лабиринт разных насекомых, а также робота с искусственным интеллектом Анки Козмо. А еще у меня есть видео, где робот-пылесос пытается выйти из лабиринта. Ну а сегодня я посажу в лабиринт кровожадного клеща. Это мерзкое существо, которое жаждет вашей крови. Чтобы поймать клеща, я взял кусок белой ткани. Это будет ловушка для клещей. И вот я приехал в лес на охоту за клещами. Обычно клещи любят сидеть на веточках или травинках, которые нависают над лесными тропами и ждут, когда кто-то пройдет рядом, чтобы прицепиться своими мерзкими лапками. Я достал ловушку из белой ткани и начал тащить ее по траве вдоль тропинки. И вот буквально через минуту в ловушке уже сидел довольно крупный клещ. И вот я уже посадил его в контейнер. А еще через минуту я поймал еще одного крупного клеща. Представьте, сколько тут клещей на 1 квадратном метре. Кстати, самое время осмотреть свою одежду. Пока я тут устроил охоту на клещей, другие клещи могут устроить охоту на меня. Прошло еще несколько минут, и я поймал еще одного клеща. Он с важным видом куда-то спешил, очевидно надеясь выпить немного крови, но в результате оказался в контейнере вместе с остальными клещами. Я думаю, 3 клещей будет достаточно. И вот я уже в студии. Ну что же, давайте рассмотрим мой улов. Я достал одного клеща, и он притворился мертвым и не хочет ползать. Тогда я решил достать второго клеща, и тут же первый клещ ожил, и они начали расползаться в разные стороны. Очевидно, это был их хитрый план, о котором они договорились еще в контейнере. Смотрите, как только я прикасаюсь к одному из них, он сразу притворяется мертвым. Хитрые создания. Кстати, клещ не присасывается сразу, и сейчас я вам покажу, что клещей можно безопасно сажать на руки. Как назло, клещ отказывался залезать ко мне на палец. Пришлось стряхнуть его прямо себе на ладонь. Клещи всегда ищут самый мягкий участок тела и могут часами ползать по человеку в поисках такого места. Поэтому клеща можно смело брать в руки, но внимательно следить за тем, где он находится. Наконец, мне удалось посадить клеща на палочку, чтобы показать вам его крупнее. Вот так выглядит этот кровопийца. Кстати, клещи это не насекомые, а паукообразные. У всех насекомых 6 ног, а у паукообразных 8. Получается, что клещи это родственники пауков и скорпионов. Кстати, у меня есть новость про моего желтого скорпиона. Я обнаружил сброшенный панцирь у него в террариуме. Это значит, что у него прошла линька, и он стал немного больше и взрослее. Кстати, мне удалось снять, как охотится этот скорпион. Он супер активный и быстрый. Смотрите, как он бросается на таракана и сразу вонзает свое ядовитое жало. А вот еще один момент охоты. Скорпион незаметно выходит из укрытия, потихоньку подбирается к таракану и потом резко бросается, хватает его своими клешнями и вонзает ядовитое жало. И все, таракан мгновенно парализован, потому что у этого скорпиона очень сильный яд, опасный даже для человека. И это он еще очень маленький. Представляете, что будет, когда он вырастет большим? Но давайте вернемся к теме нашего видео. Я собирался посадить клещей в лабиринт. И вот что я придумал. Это игрушка из моего детства. Лабиринт с шариками, которые нужно загнать в центр этого лабиринта. И, кстати, это не так-то просто сделать. Нужно обладать крепкими нервами и настойчивостью, чтобы загнать эти шарики в центр. А чтобы запустить клеща внутрь лабиринта, мне понадобится дрель. Нужно аккуратно просверлить отверстие в центре, но так, чтобы пластик не треснул. И мне это удалось.
А потом я отрывал кусочек скотча, чтобы заклеивать это отверстие, и случайно поцарапался об эти зубья. Царапина была пустяковая, но все же немного пошла кровь. И тут меня посетила мысль проверить, как будет реагировать клещ на кровь. Я взял кусочек бумаги и смазал его своей кровью, а потом посадил сюда клеща. Но, к моему удивлению, клещ не обратил внимания на кровь и начал куда-то убегать. Очень странное поведение для такого кровопийцы. Кстати, клещ побежал прямо к лабиринту. Наверное, он хочет поскорее оказаться там внутри и показать свои способности. На удивление, мне удалось довольно быстро посадить клеща внутрь лабиринта. Наверное, он действительно очень хотел туда попасть. Я заклеил скотчем отверстие, и клещ начал свое исследование лабиринта. Сначала клещ вел себя довольно неуклюже, но потом он меня очень удивил. Друзья, только что на ваших глазах клещ за пару минут нашел выход из этого лабиринта. Такого я не ожидал. А потом клещ начал обследовать другие места лабиринта, добрался до шариков и даже начал толкать их своими лапками. Да, друзья, клещ оказался способным преодолеть лабиринт. Это удивительно. И теперь у меня есть самая необычная головоломка в мире. Тут не только 3 шарика, но еще и живой клещ, который к тому же сам находит правильный путь. Вот такое, друзья, получилось видео. Я надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, потому что я очень старался и рисковал жизнью, можно сказать.